Добрый день, дорогие друзья. Давайте традиционно проверим качество связи. Напишите, пожалуйста, сейчас, все ли хорошо со звуком и видео, и мы будем начинать. Доброе утро. Пожалуйста, используйте чат для ваших комментариев и вопросов, поскольку форму вопроса и ответы мы не будем смотреть, потому пишите, пожалуйста, в чат. Огромная просьба писать всем в чат. Есть. Вижу, что все хорошо. Отлично. Отлично, здорово. Рад приветствовать, дорогие друзья. Рад видеть достаточно большое количество участников нашего вебинара. Из этого делаю два вывода. Первый — это то, что все очень хотят поехать осенью в Буковель, в Радисон. И второй вывод, который делаю, то, что, возможно, некоторые условия показались сложными и непонятными, и хочется разобраться в них. Потому уверен, сегодня мы разберемся со всеми условиями квалификации. Огромная просьба для всех участников, пожалуйста, пишите свои вопросы после презентации, поскольку я уверен, что на большую часть своих вопросов вы получите ответы во время презентации. Но если вы ответ не получите, то тогда по окончанию презентации у нас будет блок вопросы-ответы, и я смогу ответить на все ваши вопросы, которые у вас будут иметься. Вот. Потому предлагаю начинать. Итак, поездка в Буковель имеет название «Бизнес-форум предпринимателей условиям». Пройдет он 18-20 октября 2016 года, то лишь 3 полных дня. Пройдет в одном из лучших отелей Украины, бренде Лидеров. Это 5-звездочный отель. По программе мероприятия сейчас ведутся переговоры с лидирующим тренинговым агентством Украины. Приглашается один из лучших стилистов Украины. Планируется гости со Швеции. Точный анонс, точную программу вы получите вскоре в ходе квалификации. Пока мы сейчас работаем над этим, мы делаем, чтобы это было очень полезное, обучающее наполнение. Относительно периода квалификации, то квалификация стартует с 5-го каталога и продлится до 9-го каталога включительно. То есть его квалификационный период составляет 5 каталожных периодов. Для того, чтобы квалифицироваться, у вас есть два варианта квалификации. Это условия для менеджера и условия для директора. Сейчас мы разберем каждый из вариантов квалификации по условиям менеджера и по условиям для директора. Кто участвует в квалификации для менеджеров? Это 3 категории партнеров компании, 3 категории консультантов. Первая категория — это консультанты уровня 0,9% по итогам каталога номер 3, которым необходимо повысить свой уровень до 12% и выше в каталоге номер 4. Следующая категория — это менеджеры 12,21% по итогам каталога номер 3. И следующая категория — это новички каталога номер 4. Это 3 категории участников, которые могут квалифицироваться по менеджерским условиям. Давайте теперь разберемся, что же имеется в виду под квалификацией для условий менеджера. Итак, правила квалификации для менеджера. Удержать любые 2 каталога квалификации новый уровень, поддерживать 5% квалифицированного рекрутирования 5 каталогов квалификаций и поддерживать 65% активности персональной группы 5 каталогов квалификаций. Если перенести это в таблицу, то можно увидеть примерно следующее. У вас в первом столбце есть заглавие «Начальный уровень». Это 12, 15, 18, 21%. Партнеры компании, которые по итогам третьего каталога были на уровне 0-9%, им обязательно необходимо повысить свой уровень в 4-м каталоге до 12%, и они будут принимать участие по условиям
менеджера 12%. Все новички 4-го каталога будут принимать участие в квалификации по условиям менеджеров 12%. То есть их цель выйти на уровень 18%. Итак, если вы по итогам 3-го каталога были на уровне 12%, вам необходимо выйти на уровень 18%. То есть если это 15%, то 21%. И условия для уровня 18-21% одинаковые. Их цель выйти на уровень старшего менеджера. Любые 2 каталога квалификации. Что важно отметить? Это то, что в каталогах достижения нового уровня необходимо иметь отрыв минимум 1% уровень или 3000 баллов от нижестоящего старшего менеджера. Либо от нижестоящего менеджера, в случае, если это квалификация 18-21%. Условия очень схожи с теми, с которыми вы были знакомы во время квалификации на Онтарио. Далее. Надеюсь, этих вопросов не будет. Идем дальше. Процент квалифицированного рекрутирования в персональной группе. Данные условия по минимальному проценту квалифицированного рекрутирования необходимо выполнять все 5 каталогов квалификации, если вы идете по условиям квалификации для менеджеров. Не только те 2 каталога, где вы выходите на новый уровень, а все 5 каталогов квалификации. То есть, начиная с 5-го каталога, в вашей персональной группе должен быть процент квалифицированного рекрутирования не ниже 5%. Такая же ситуация стоит с процентом активности в персональной группе. Каждый каталог квалификации должен составлять не менее 65%. Как же анализировать и откуда брать эту информацию? Если вы выгрузите свой информационный листок, то на последней странице информационного листочка есть статистика по вашей персональной группе в разрезе каталога. Как вы видите, зеленым маркером помечено столбец процент активности. Пример, который рассматривается здесь, показывает, что процент активности составляет 66,7%. Это означает, что партнер компании с этим уровнем активности проходит, выполняет условия по минимальному проценту активности в персональной группе. То есть 66,7%, тогда как минимальный уровень 65%. Напоминаю, что процент активности персональной группы вы можете рассчитать самостоятельно. И процент активности – это соотношение между активными в этом каталоге. Если вы увидите, это информация есть в информационном листе, в этом блоке. Активные в этом каталоге. В нашем случае это 26 человек в персональной группе. И мы этот показатель, эти 26 человек, мы делим на строку, которая помечена желтым маркером, 39 человек. Это баг для расчета динамики рекрутирования. То есть мы количество активных в данном конкретном каталоге делим на ваш баг. Это и есть показатель процент активности персональной группы. Дальше, процент квалифицированного рекрутирования. Он равен соотношению между количеством квалифицированных рекрутов в персональной группе к багу для расчета динамики рекрутирования. То есть, обратите внимание на желтые маркеры. Квалифицированные рекруты составляет 3 в персональной группе, и баг для расчета динамики рекрутирования составляет 39. Таким образом, разделив 3 на 39, я получаю 0,76 тысячных, либо 7,6%. То есть, в данном конкретном примере процент квалифицированного рекрутирования составляет 7,6%, что является достаточным уровнем для того, чтобы выполнить условия квалификации. Напоминаю, что минимальные требования по проценту квалифицированного рекрутирования составляет 5%. В нашем случае это 76%. Дальше. Если мы говорим про участие и правила квалификации по условиям директоров, то здесь есть 2 условия и 2 группы лидеров, которые могут квалифицироваться по директорским условиям. Первая группа – это директора и выше с уровнем 0,21% по итогам каталога номер 3. То есть, если в каталоге номер 3 вы были в звании директор и выше, но ваш процентный уровень составлял от 0 до 21%,
то в этом случае условия вашей квалификации как у менеджера, но выполнять их нужно не 2 из 5 каталогов, а каждый каталог квалификации, то есть 5 из 5 каталогов квалификации. Например, если в третьем каталоге вы были в звании директора, ваш процентный условий составлял до 17%, это значит, что вам необходимо в каждом каталоге квалификации с 5 по 9 каталог выходить на уровень старшего менеджера и выполнять условия по проценту активности и по проценту квалифицированного рекрутирования. Каждый каталог квалификации. Дальше, вторая группа партнеров, которые могут квалифицироваться по директорским условиям. Это директора и выше с уровнем 24% по итогам каталога номер 3. И для них действуют условия директорские. Что это значит? В этом случае партнерам компании необходимо квалифицировать 2 и более менеджеров в профессиональной группе на поездку. Обязательным условием, как и по квалификации в Анталии, является поездка с разных, квалификация менеджеров с разных веток. Вторым условием для того, чтобы квалифицироваться помимо менеджеров, которые квалифицируют свои поездки, является поддержание уровня старшего менеджера и выше. Идем дальше. Относительно билетов и их стоимости. Для получения одного билета менеджеру необходимо 2 каталога из 5 удерживать достижения. Если же менеджер выполняет 5 каталогов из 5 условий квалификации, то из 5 каталогов из 5 выходит на новый уровень и поддерживает процент рекрутирования и активности, то у него есть возможность приобрести 2 билета. И в качестве партнера можно будет взять любого из своих бизнес-партнеров уровня 12% и выше. Старшие менеджеры и директора имеют право только на 1 билет. Аналогичная ситуация и с директором с уровнем 0,21%. Они имеют право также на 1 билет. Относительно стоимости. Стоимость билета составляет для менеджера 500 гривен. Стоимость одного билета для старших менеджеров и директоров составляет 1000 гривен. Очень важный момент относительно выхода на новый уровень. Этой квалификации, конкретной квалификации, учитываются только локальные данные. То есть выйти на новый процентный уровень необходимо локально. Это основные условия квалификации. Сейчас я открываю чат и буду рад ответить на вопросы, которые вы будете задавать в нашем чате. Первый вопрос относительно звука и записи. Скажу, что запись ведется, и запись потом будет доступна по окончанию вебинара. Вопрос от Ярослава Резюка. Локальные данные – это данные и уровни без учета международного спонсирования. То есть, как сказала Ирина Конкова, спасибо, это данные по Украине. Совершенно верно. Коллеги, напоминаю, что вопросы вы можете задать в форму чата. Пожалуйста, используйте чат для того, чтобы задать ваши вопросы. Вижу вопрос от Людмилы относительно того, нужно ли новичку в этом каталоге уже быть на 12%. Для того, чтобы ответить на этот вопрос и все последующие вопросы относительно конкретных условий конкретного человека, скажу следующее. Первое, что вам нужно сделать, это выяснить, где ваш человек, который хочет квалифицироваться, был в третьем каталоге. И здесь могут быть следующие варианты. Первый вариант – это то, что человек мог быть еще не зарегистрирован в компании. Соответственно, это новичок 4-го каталога, и ему необходимо квалифицироваться по условиям менеджера 12% и выполнять условия менеджера 12%. Второе условие. Если ваш партнер, который хочет квалифицироваться в третьем каталоге, был на уровне 0-9%, это значит, что этому человеку обязательным условием является выход на уровень 12% и выше в 4-м каталоге, то есть в этом каталоге, в текущем. И дальше с 5-го каталога
человек участвует в квалификации по условиям менеджера. 12%. Далее, если ваш партнер был на уровне 12-21%, это значит, что ваш партнер должен пройти квалификацию по таблице, по выходу на новый уровень 5-го каталога. И, соответственно, дважды подтвердить новый уровень. Если ваш партнер или вы были в звании директор, но были на уровне 0,21%, это значит, что вам нужно выполнить условия менеджерские, но выполнить их 5 каталогов из 5 каталогов квалификации. Соответственно, нужно выполнять требования по проценту рекрутирования и по проценту активности. Далее, если вы были по итогам третьего каталога в звании директора и выше, процентным уровнем 24%, это значит, что для квалификации вам необходимо успешно квалифицировать 2 менеджеров с разных веток. Следующий вопрос. Если в каталоге был уровень 21%, а в четвертом 18%. Повторюсь, я только что ответил на этот вопрос. За основу берется третий каталог и результат третьего каталога. То есть прежде чем задать вопрос, что мне делать для того, чтобы квалифицироваться, посмотрите на результаты третьего каталога, и вы поймете, по каким условиям квалификации вы сможете поехать в Буковель. Аналогичный вопрос относительно уровня 16% от Натальи Таран. Если максимальный уровень был 18%, но в третьем каталоге это был уровень 15%, то за основу берутся результаты третьего каталога. То есть условием квалификации является то, что человек начинает квалификацию с уровня 15%. И ему необходимо выйти на 2% уровня выше. То есть уровень 21%. Берется не максимальный уровень компании, а текущий уровень по итогам третьего каталога. Не максимальный за историю, а уровень в третьем каталоге. Это на самом деле льготное условие, потому что третий каталог традиционно один из самых сильных каталогов в году. Спасибо, работаем. Если условия выполняешь, билет все равно платный. Людмила, совершенно верно, билет все равно платный и есть возможность его приобрести. Для тех, кто не выполняет условия, такой возможности не будет. Относительно вопроса стоимости билета, я вчера зашел на сайт Booking.com и сделал скриншот стоимости проживания в отеле Radisson Blu в начале октября. И вот стоимость одного номера составляет от 2500 гривен за сутки. И в эту стоимость входит только завтрак. Я думаю, эта цифра дает ответ на вопрос относительно стоимости билетов и наполнения. Если стоимость проживания за 1 сутки составляет 2500 гривен без питания, то вы можете представить стоимость тусовки на 3 дня с гала-ужином, комплексным питанием и стикерами. Директор в истории или квалификация директора учитывается. Учитывается не результат в истории компании, а результат по итогам третьего каталога. Ольга Кулик, вы все правильно написали, если еще в третьем каталоге, если партнер компании в третьем каталоге был на уровне 0,9, в четвертом каталоге ему нужно выйти на уровень 12%, и с 5-го каталога выполнять условия. То есть нужно выйти в любые 2 каталога квалификации на уровень на 17%. И в каждом каталоге квалификации вы выполняете план по квалифицированному рекрутированию и по проценту активности. На второй билет можно взять только партнеров уровня 12% и выше. На ваше усмотрение, да. Поднятно, Ольга, спасибо за комментарий. Действительно, процент рекрутирования и процент активности есть в информационном листочке. Возвращаясь на слайд с информационным листком, где вы можете увидеть процент активности, который есть готовым уже рассчитанным показателем,
напоминаю, что процесс квалификационного рекрутирования рассчитывается соотношение между количеством квалификационных рекрутов в персональной группе к базу для расчета динамики рекрутирования. Светлана Шибанова задает вопрос относительно отрыва в персональной группе 3000 баллов какого каталога действует. Если мы говорим о условиях квалификации на поездку в Буковель, то отрыв 3000 баллов необходим в случае, если квалифицируются два старших менеджера. Из каталога, в котором человек выходит на новый процентный уровень, необходимо иметь 3000 баллов от нижестоящего старшего менеджера. Если мы говорим в принципе о бонусах и выплатах под компании, это топик, но я хотел бы об этом напомнить, что сейчас минимальная конкретная выплата составляет 3000 баллов. То есть сбоку нужно иметь 3000 баллов вместо 3,5, как это было ранее. Если утеряно звание директора в каталоге номер 3 был уровень 21%, квалификация для старших менеджеров 5 из 5 24%. Если в каталоге номер 3 был уровень 21%, но было звание директора, то тогда необходимо выполнять условия 5 каталогов из 5. Если же в каталоге номер 3 было звание директора и был 7100, было 24%, то тогда необходимо квалифицироваться по условиям для директора, то есть квалифицировать два менеджера с разных веток. Мини-золотая конференция в Украине. Давайте будем называть ее так. Друзья, жду ваши вопросы, буду рад на них ответить. Пока вы будете писать вопросы, что хотел сказать. Как мы можем влиять на процент активности? Это информационные рассылки по вашей персональной группе. Первая, вторая, третья неделя каталога в зависимости от того, в зависимости от активности. То есть, если ваши бизнес-партнеры активны, мы делаем рассылку на первой неделе каталога. На второй неделе каталога мы делаем рассылку по банку, и на третьей неделе каталога мы делаем рассылку спящим. Таким образом мы можем влиять на процент активности. На рекрутирование мы можем влиять работая и рекрутируя. В каталоге 3 отделилась группа и персональная группа 2200. Как я участвую? Светлана, для ответа на этот вопрос нужно понимать, какое у вас было название по итогам третьего каталога и на каком процентном уровне вы находились. Если вы были на уровне директора по итогам третьего каталога, и у вас отделилась группа, и персональная группа составляла 2200 баллов, это значит, что так, одну секундочку сейчас. Она бывает редко. Светлана, в вашем случае, если в вашей персональной группе было 2200 баллов, это значит, что вы участвуете по условиям менеджера 15%, но вам необходимо выполнять условия квалификации 5 каталогов из 5. То есть вам необходимо выйти на уровень 21%, удержать его 5 каталогов квалификации. То есть можно 5000 баллов. От нижестоящего. Отрыв нужно от нижестоящего.
Друзья, напоминаю, что мы используем чат для того, чтобы задать ваши вопросы. Я ожидаю ваши вопросы, чтобы вы получили исчерпывающие ответы и успешно квалифицировались на эту поездку. И вы считаете 5%, это будет Если вы хотите рассчитать, и это было бы очень логичным шагом, расчет ожидаемого количества квалифицированных рекрутов и процента активности, то вам необходимо взять данные с информационного листочка в строке «Баг» для расчета динамики рекрутирования, посчитать, основываясь на этом, количество активных, которое у вас должно быть в профессиональной группе, и количество квалифицированных рекрутов, чтобы попасть в 65% и 5% соответственно. Эту информацию вы сможете взять в пятом каталоге 2016 года, и по итогам пятого каталога вы получите информацию в информационном листе относительно бака, который должен быть для расчета динамики рекрутирования. И вы наперед можете понимать, сколько вам необходимо иметь активных в профессиональной группе и сколько необходимо иметь квалифицированных рекрутов, чтобы выполнять условия квалификации. Если можно любого уровня без отрыва, а можно? Если можно любого уровня без отрыва, он может выполнить скидку результата, выполнить все условия? Видел вопрос относительно того, если у менеджера нет отрыва от нижестоящего в третьем каталоге, означает ли это, что человек может участвовать в квалификации? Ответ – да, менеджер может участвовать в квалификации, несмотря на то, что у него не было отрыва по итогам третьего каталога. То есть, другими словами, это хороший инструмент, чтобы обратиться к тем, возможно, уснувшим или неактивным партнерам и промотивировать их на эту квалификацию. Конечно же, для директоров это прекрасный инструмент квалифицировать на поездку в Буковель своих менеджеров и тем самым подстраховать себя в уходу квалификации на круиз. Звание директора терена, статус условного менеджера, условия менеджера. Татьяна Сергей Криволаповы, отвечая на вопрос относительно того, если звание директора утеряно в каталоге номер 3 и был процентный уровень 18%, это означает, что ваши условия для менеджера? Да, это означает, что с этого каталога вам необходимо выполнять условия квалификации как для менеджера 18%, то есть выйти на уровень старшего менеджера и выполнять условия по квалифицированному рекрутированию и по проценту активности. 2 каталога вы должны быть на новом уровне, и каждый из 5 каталогов квалификации вы должны выполнять условия по квалифицированному рекрутированию и по проценту активности. Средний ББ заказ считается индивидуальностью, насколько ББ сделал заказ. Нужно выйти в это число. Ирина Пенкова, в данном случае не влияет, не учитывается размер среднего заказа в баллах бонуса, а считается количество активных людей по вашему баку, то есть сколько из баков сделали заказ в текущем каталоге. И должно быть не менее 65% из вашего бака разместить заказ в каждом конкретном каталоге квалификации. Но если ББ больше, то никак не поможет, если ББ меньше. Нужно поменять количество. Можно поговорить?
Когда я процесс, нужно было делать. Видно, вам было. Думаю, что это нормально. Думаю, что это нормально. Я хотел название директора с этим было на 21% посадить в 2 или 5 каталогах. Если вы были консультантом, менеджером уровня 21%, то ваши условия являются самыми неплохими, вам необходимо выйти на уровень старшего менеджера и посадить 2 из 5 каталогов квалификации. При условии, что вы не были в звании директора. Соответственно, бак фиксируется по итогам каждого конкретного каталога. Если, например, в конце 4-го каталога ваш бак будет составлять 40 человек, то это означает, что бак для расчета динамики рекрутирования в 5-м каталоге будет составлять те же 40 человек. И исходя из этого, в конце 4-го каталога вы будете понимать, сколько вам нужно сделать квалифицированных рекрутов и сколько человек в вашей профессиональной группе должны разместить заказ в 5-м каталоге, чтобы выполнить условия квалификации. Коллеги, вижу, что вопросов больше нет. В случае таковых я рекомендую обращаться к вашему АСУ для уточнения информации, индивидуальной информации по условиям квалификации, но прежде чем это делать, что вы можете сделать самостоятельно? Первое, это выяснить, на каком процентном уровне или в каком звании вы были по итогам 3-го каталога, и основываясь на этой информации понять, по каким условиям квалификации вы можете пройти. То есть либо условия для менеджера, либо условия для директора. Если это условия для менеджера, то посмотреть, какая трудная точка у вас была, и какие условия нужно выполнить. Если это условия для директора, то понять, вы были на уровне 24% или до 24%. Вот. Вы поймете, какой у вас план по новому процентному уровню, и по квалифицированному рекрутированию процент активности — это статичные показатели, которые нужно сохранять и поддерживать все 5 каталогов квалификации. Я желаю всем удачи. Запись данного вебинара будет доступна, будет распространена в скайп-чатах вместе с блоком вопросы-ответы, которые мы тоже записывали. Надеюсь, максимальное вовлечение лидерского состава центрального региона в квалификацию в Онтарио, и желаю всем хорошего окончания каталога и успешной квалификации.